Всем привет! Сегодня у нас совместное видео с сыном. Все вы его знаете по каналу Ванзай. Сейчас мы приготовим огромный корн-дог. Весом целых 17 килограммов. Поехали! Для большой сосиски нам понадобится свиная сетка. Замачиваем ее в теплой воде, для того чтобы она стала более эластичной. Сосиска у нас будет куриная, поэтому берем куриное филе, целых 15 килограмм. Для того, чтобы потом все это поместилось в мясорубку, нарезаем филейки на небольшие полоски. Для ускорения процесса подключаем маму. Теперь дело пошло гораздо быстрее. Готово. Берем мясорубку, под нее ставим пустую гастроемкость. Включаем мясорубку и перемалываем наше филе в фарш. На это ушло целых полчаса. У нас получается две гастроемкости с фаршем. Каждую из них солим, добавляем черный молотый перец, кориандр, паприка для цвета и перемешиваем. Чтобы потом все это было похоже на сосиску, добавляем еще и розовый краситель. И все это перемешиваем до тех пор, пока не получим однородный розовый цвет. Итак, свиная сетка уже замочилась. Отжимаем ее от воды и раскладываем на столе. Затем помещаем на нее хороший слой фарша. Для нашего корн-дога нужна еще и шпажка. Из железных уголков батя сделал вот такую огромную шпажку. Кладем ее поверх фарша. И накладываем на него вторую половину фарша. Распределяем его руками. И заматываем в сетку. Мы использовали несколько слоев. И это еще не все. Мы втроем обматываем фольгой большую сосиску. И еще раз уплотняем фарш. Мясо будем готовить на улице, поэтому заранее готовим временный мангал из огнеупорного кирпича. Сначала вылаживаем дно, а затем стенки. Легче всего разжечь угли в стартере. Тут главное дождаться пламени. Огонь является признаком того, что угли уже готовы. Высыпаем их в мангал, добавляем к горячим сухие угли и раздуваем феном, чтобы сухие раскалились побыстрее. Сосиску кладем на мангал и начинаем жарить. Смотрим и понимаем, что сетка с фольгой не справляется с силой земного притяжения, и мясо начинает гореть. Поэтому кладем на мангал большой железный лист, на лист мяса и рядом ставим гастроемкость. Для чего? Проделав в фольге отверстие, даем лишнему соку вытечь в лоток, а не на пол. Мясо жарим, обязательно переворачивая. На то, как горит огонь и готовят мужчины, можно смотреть вечно. Но надо возвращаться к рутинным делам, поэтому иду готовить кляр. Для него нам понадобятся вот такие ингредиенты. Итак, в первую очередь насыпаем в тарелку 1,5 килограмма кукурузной муки. Именно она задает новый, особенный вкус корн-догу. Еще добавляем 4,5 килограмма пшеничной муки. В сухую смесь кладем 15 чайных ложек сахара, 15 чайных ложек соли и 15 чайных ложек разрыхлителя. Теперь все перемешиваем. В отдельную тарелку разбиваем 30 куриных яиц. Андрей заранее придумал и сделал форму для кляра, просто отпилив кусок от жестяной тары. В нее вливаем все яйца, прокалываем венчиком желтки и начинаем взбивать. Открываем молоко. Далее наливаем 3 литра молока и тщательно перемешиваем, чтобы не было сгустков. В несколько этапов засыпаем муку. Добавляем и перемешиваем. Должно получиться тесто немного гуще, чем на оладьи. Пока сосиска еще готовится, приносим 90 литров растительного масла и большую фритюрницу. Берем и выливаем все 90 литров. Берем 2 обычных мангала. Для розжига комкаем бумагу, бросаем ее в мангал
и сверху кладем дрова. Поливаем жидкостью для розжига и поджигаем. Ставим мангалы под фритюрницу и ждем, когда масло нагреется до 170 градусов. Наше мясо уже готово, поэтому разрезаем фольгу. Так вкусно пахнет, что появляется соблазн остановиться уже на этом процессе и съесть кусочек у костра. Но нет, мы кладем огромную сосиску на стол и продолжаем дальше. Мы заранее делаем крепление из проволоки, чтобы легко было окунуть корн-дог в горячее масло. Ароматную сосиску притрушиваем мукой и втираем руками. Это позволит сцепиться кляр с мясом. Погружаем в тесто куриную сосиску, поливаем ее сверху, немного прокручиваем и вновь поливаем до тех пор, пока не скроются все до единой пустоты. Поднимаем вверх и даем время стечь лишнему тесту. Погружаем корн-дог в горячее масло. Немного проворачиваем, поджаривая тесто со всех сторон до красивого золотистого цвета. Корн-дог получился красивый и текстурный, а по запаху он напоминает кукурузную выпечку. По классике корн-дог дополняем кетчупом и майонезом. Разрезаем и пробуем. Сосиска из куриного фарша получилась сочной и частично похожа на настоящую, а кляр пористый и мягкий. В общем, наш корн-дог сильно напоминает оригинальный корн-дог стандартного размера. И если это видео наберет 20 тысяч лайков, то мы закупаемся продуктами и готовим что-то необычное. Свежие идеи пишите в комментариях, а также подписывайтесь на канал. Всем пока!